Всем привет, дорогие друзья! Ну вот, наконец-то я настроился. Долго искал технические, так сказать, возможности, как все это организовать, как вам все снимать, как вам все показывать. Ну, кажется, настроился. Пока остались проблемы со звуком, будет вот такой, как есть. Но самое главное, что информация вся будет. Потом мы до комфорта дойдем позже. Сегодня я вам хочу рассказать про кисточки. То есть покажу вам все свои кисточки. Вот, покажу все необходимое еще раз. Но гораздо более подробно, не так бегло, как в основном видео инструменты для рисования сухой кистью. Не только покажу, а покажу все названия, покажу все размеры, покажу особенности, расскажу про разницу между разными фирмами, между кисточками. Покажу, как они рисуют, покажу, как за ними ухаживать. Кроме кисточек, еще здесь кое-какие инструменты. Сейчас все увидите, все услышите. Итак, друзья, давайте начнем с маленьких. Сейчас, наверное, пробежимся по названиям, да? Краткие характеристики технические. Вот, так, чтобы просто... их очень много у меня, этих кисточек. Я вам сейчас про все постараюсь коротко, но емко рассказать. В общем, вот кисточки Sonnet. Видно вам, не видно название? Вот смотрите. Двоечка – это самая маленькая кисточка, которую я рисую. Двоечка. Это фирма Sonnet. Вот. Очень удобные, долго ходят. Но все-таки маленькие кисточки, маленький размер – это самый большой расходный материал, скажем так. Вот. Я не знаю, сколько я их покупал в своей жизни. Насколько их хватает. Но дело в том, что я... Смотрите, как их использую. Вот тоже момент такой. Когда мне нужно какие-то тонкие острые прорисовочки, допустим, глаза мне нужно прописать, да, я использую новую кисточку, и она у меня вообще лежит отдельно от всех. Больше я ничего не делаю. Как только она уже начинает портиться, вот, я ее перевожу в разряд таких обычных кисточек и использую ее уже для каких-то растушевок. Вот. Что за растушевки, это я вам чуть-чуть позже покажу. Возможно, это уже следующая серия будет. Кстати, по поводу длины серий, я подумал, что, наверное, 20 минут самый оптимальный вариант. Вот. Сейчас буду просто снимать все по порядку. Ну, наверное, нон-стоп. И потом буду делить приблизительно все эти видео по 20 минут. Вот передо мной часы находятся, я посматриваю на время. И без всякого, как говорится, сценария, то есть импровизирую, я вам все рассказываю, все выкладываю. Немножко отвлекся. Итак, смотрите, есть фирма Sonnet, а есть вот такая вот синтетика. Так и называется, синтетика. Вот. Эти кисточки гораздо дешевле. Покупал я их, по-моему, просто в каком-то канцелярском отделе. Как бы даже, наверное, не в Офис Маги. Это сетевой магазин. Есть во многих городах. Загуглите. Там, кстати, вы много чего найдете. И кое на чем, на каких материалах можно сэкономить там. Итак, синтетика. Sonnet. Да? Давайте еще раз покажу вам. Sonnet. Синтетика. Двоечка, да? Тоже двоечка. Следующие кисточки. Альбатрос. Они позже появились. Sonnet уже давно существует. Я с них начинал еще. Потом появились Альбатрос. Тоже неплохие, тоже функциональные, пока новые. Но немножечко меньше живут. Но они и подешевле. Понимаете? А когда Sonnet куда-то делся, то смело можно было покупать Альбатрос. Кстати, это у нас, наверное, здесь написано, да, синтетика. Синтетика. А вот это у нас нейлон. Я вообще других как бы и не использую. Нейлон, синтетика и щетина. Но щетина это уже более крупный размер кисточек. Сейчас мы к ним придем. Итак, фирма Альбатрос. Нейлон. Профи написано. Двоечка. Вот. Вот так она выглядит.
Не знаю, как там сфокусировалось, не сфокусировалось. Вот так. Вот. Это значит, у нас маленькие размерчики для прорисовок мелких. Есть еще у меня кисточки такие вот. Это чисто, знаете, вот прям в красочку вот так вот обмакнуть ее. И какие-то тонкие вот моментики, точку какую-то поставить. Не более того. Вот. И вот у меня тут разные варианты. Я пробовал такую. Там попадается где-то. Есть вот еще, кстати, вот видите, вот Брауберг. Наверное, видели, часто в канцелярских магазинах встречаются, да? Невская палитра. Тоже, кстати, синтетическая. Вот. Вот запоминайте фирмы. Вернисаж, Сонет, Альбатрос, Невская палитра, Брауберг. Вот. Поехали дальше. Какие у меня есть еще кисточки? Храню их вот так вот прямо в банках, потому что удобно. Вот. Показываю дальше. Так, это у нас уже просто пошли. Все то же самое, что и здесь. Да? Только больше размер пошел. Четверочка. Что такое двоечка, четверочка? Это здесь вот 2 миллиметра. Вот здесь вот ширина. А здесь уже 4. Вот так вот они, кстати, выглядят, когда новые продаются. Вот она новенькая, вот так выглядит. Это уже не стоит одевать, это уже выбрасывать надо. Вот, Альбатрос. Видите, они и синие есть, они вот такие вот. Вот, кстати, еще одна фирма хорошая, Мастер. По мере видео записывайте где-то для себя. Сейчас еще раз вам повторю, которые были. Синтетика, Сонет, Альбатрос, Мастер, Вернисаж, Невская палитра. Вот. Буду сейчас показывать вам, рассказывать. Вот опять же у меня мои Сонет. Сонет вот есть и лакированные, есть и не лакированные. Разницы никакой. Мне вообще на это... единственное, что вот эти вот, как бы, они всегда чистые, их тряпочкой вытер, а эти все время загрязняются и какой-то неэстетичный вид имеют. Но это как бы рабочая мастерская. Поэтому мне здесь творческий беспорядок вполне нормальное явление. Особенно, когда завален работой. Назначение. То же самое. Тонкие прорисовки, но какого-то уже более такого крупного размера. Ну, например, тонкие волоски какие-то мне надо прорисовать подлиннее, да? Вот. После того, как они распушатся, я опять же их использую для каких-то растушевок, но уже более какого-то крупного масштаба, да? Дальше у меня пошли уже чисто для растушевок кисточки. Это все то же самое, все те же самые фирмы. Вот. Ничего у нас тут не прибавилось, может, я что-то упустил. Манеж, вот я говорил вам, Манеж, классная фирма Манеж. Вот эти кисточки еще у меня служат, наверное, с самого начала, когда я только начинал. Тут даже ценники еще старые остались. Вот 90 рублей она стоила, эта кисточка. Тогда это в 2011-2012 годах чувствовалось как-то, считалось дороговато. Ну, я, по крайней мере, так это ощущал. Так, все это для каких-то растушевок. Почему они вот такие вот подстриженные там, это я вам сейчас все расскажу. Сейчас я вам свойства их все буду рассказывать. Пока мы просто с ними знакомимся. Это у меня разные непонятные кисточки. Это я покупал попробовать. Не зашла она мне. Эту еще не пробовал. Это тоже вот в Офисмаге, наверное, куплен. Вот это Брауберг, это все оттуда. Из Офисмага. Вот. Это, скорее всего, я для холстов использую, когда грунтую холсты. Вот у меня такая кисточка есть. И это вот маленькая, наверное, куда-то надо было мне подлезть. А эта кисточка еще тоже для эксперимента, еще из Советского Союза, тоже для растушевок я ее оставил. Вот, смотрите, цена 22 копейки.
А, нет, 90 копеек, что ли. Ну, в общем, что-то такое советское здесь. Ладно, я их уберу, чтобы они нас не отвлекали. Поехали дальше. Вот еще кисточки. Смотрите, по возрастающей все идет, да? Здесь у нас размерчики тоже вот 4, 6. Это все вот по миллиметрам по ширине, да? Вот. Дальше идут пошире уже кисточки. Вот. Я их все отдельно вот пересортировал, чтобы было удобно. Ну и вам показать, и вообще и найти их мне всегда удобно. Но, если честно, обычно у меня есть комплект уже готовый. Вот пару кисточек, допустим, двоечки, одна-две там кисточки четверочки, там 3-4 кисточки по возрастающей, вот такие вот овальные. Вот. И уже дальше там флейтские. То есть комплект для портретов. И я им пользуюсь. А эти как бы всегда лежат в запасниках, так сказать. Плоские кисточки уже такие больших размеров тоже иногда нужны. Ну, не иногда, а часто. Обычно на каких-то крупных участках, где я волосы рисую. Вот, кстати, покупал для эксперимента кисточка из Китая. Вот. Но не зашло. Не знаю, не очень она мне понравилась. Вот. Но попробовать стоило того. Написано Japan, хотя заказывал на Алиэкспрессе. Вот, короче, японские кисточки прямиком из Китая. Вот. Но вот эти все остальные, вот они мои. Мастер, Альбатрос. Вот то же самое плоские, но уже размерчик другой. То есть вот так вот они у меня идут по размерам больше, больше, больше. Вот хорошие кисточки Манеж. Они еще старые мои, наверное, самые... С самых начал, наверное, когда я только начал рисовать. Вот как есть вам все показываю. Видите, как они стерлись. Видите, как они снажатся. А были они примерно вот как вот это, наверное. Вот так вот. И я до сих пор ими пользуюсь. Но, конечно, уже не так просто, как новыми. Но все равно работаю. Идем дальше. Идем дальше. Вот уже флейцы начинают проскакивать. Вот, друзья, находка. В офис-магах стали появляться вот такие кисточки. Грааль синтетика. Очень хорошие, очень недорогие. Ну, совсем, ну, я не помню. Честно говоря, я их закупаю сразу несколько, да. И потом, когда они уже портятся, я их выбрасываю. Вот. Они не особо долго служат, но они настолько дешевые, что и так работают хорошо, просто прекрасно работают, что это просто кладезь какая-то. Они своей дешевизной компенсируют свой небольшой срок службы, так вот скажем. Вот, запомните вот такие вот. Грааль, синтетика. Вот видите, еще одна фирма появилась. Я бы так, наверное, навскидку, если сказал бы, наверное, 3-4 фирмы назвал, а вот так вот, видите, оказывается, их гораздо больше. Сам за этим не особо внимательно слежу. Вот. Вот тот же Альбатрос, только уже овальная. Ну, скорее всего, я ее для масляной живописи использую. Вот. А так, вообще, для сухой кисти я тоже делю кисточки для цветных портретов и для черно-белых. Потому что после черно-белых цветные портреты, вы когда краску начинаете набирать, когда начинаете рисовать, черная краска все равно, как бы вы ни мыли кисточки, все равно она немножечко растворится и даст свой оттенок. Вот. Значит, овальные кисточки, потом пошли флейцы, так называемые. Вот. Ну, раньше я покупал вот такие вот, именно в художественном магазине, сонетовские. Вот. Они хороши, я ими пользуюсь до сих пор. Вот смотрите, это чисто для сухой кисти в цвете, она светленькая. Черно-белые отдельно как бы я использую, поэтому у меня их так много. Вот. Часто заказывают цветные портреты, часто черно-белые, поэтому, ну и по мере износа я их тоже обновляю. А вот они, мои сонеты. Вот.
Вот эти плоские называются флейцы. Это уже для растушевок каких-то больших участков. Все покажу. Все увидите. Вот больших размеров. И еще есть вот такие кисточки. Вот. Это то же самое, что и вот эти вот. Грааль. То есть хорошие кисточки, которые недорого стоят, которые для меня просто находка. Вот. Ну, одно удовольствие ими растушевывать какие-то большие участки. Но настолько управляемая краска получается в твоих руках. То есть подчиняется на бумаге, хорошо пишет. Ну, замечательно просто. И опять же цена, качество, ну, наверное, самое лучшее. Вот. Ну, еще вот эти вот я пробовал тоже покупать. Это как бы альтернатива флейцу, но они дороговатые. Вот. Я уж не помню, сколько они тогда стоили. Но они опять же работают. Это, кстати, я же вам не сказал. Это щетина. Вот эти кисточки щетина. В общем, самый главный принцип кисточек в технике рисования сухой кисти — это упругость кисточек. Упругость. То есть, смотрите, они все возвращаются на свое место. Это не колонок, не белка, ничего такое. Это все упругие кисточки. Синтетика, нейлон и щетина. Вот. То есть, вот за счет вот этой вот ее щеткости, да, если можно так сказать, от слова щетка, достигается этот эффект рисования сухой кисти. Друзья, напоследок я вам хочу показать минимальный набор, который вам нужен для того, чтобы начать рисовать. Значит, двоечка, по размерам сейчас четверочка. Ну так, чтобы комфортно были, вот небольшая градация, шестерочка, восьмерочка, кисточки, да? Вот. Потом у нас идут для растушевок тоже по увеличению. Здесь либо щетина Брауберг, либо щетина Грааль, неважно, одну какую-то даже нужно убрать, да? И одну широкую, большую, ну, желательно флейц, наверное, все-таки для каких-то больших участков, чтобы фон делать. У меня даже есть еще большая кисточка, но я сейчас говорю о минимальном наборе, да. У меня вот есть вот такая кисточка, она рисует, но до сих пор хорошо. Она уже страшная, она у меня слетала, но она настолько классно делает фоны. Вот, это у меня для сухой кисти в цвете. Вот, что я ее использую. Если не пожалеете денежек, купите еще вот такую побольше. Вот. Все, ну в принципе вот этого достаточно, чтобы рисовать портреты, ну 30 на 40. Меньше не надо, потому что детализация будет... Сложно передать детализацию на таком маленьком размере. Теперь, значит, по фирмам. Ну, у меня Сонет это подороже. Вы можете взять, я немножко ошибся в начале видео, назвал там фирму Синтетика. Это не Синтетика, это Грааль тоже, да? Просто Синтетика написано. Вот она, кстати, тоже Грааль. Грааль. Синтетика. Только двоечка. Вот можете с нее начать. Их можете взять штучки 3-4 сразу. Одна у вас будет всегда для тонких прорисовок. Вот, а остальные две там для каких-то локальных мелких растушевок. Ну, где-то вот в узких местах, там возле глазика где-нибудь, там возле носика, где-то зубки прописать надо будет. Вот. Ну, то есть по фирмам смотрите. Либо я вам сейчас, наверное, в конце видео все названия фирмы выложу. Самое главное, запомните, что до маленьких размеров вот эти вот идут все либо синтетика, либо нейлон. Выбирайте любой, какой вам подойдет вариант. Вот. Какие попадутся, какие подешевле, может быть, выбирайте. Но они, может быть, не сильно там отличаются по цене. Вот. А дальше уже идут щетина. Все, это я вам то, что хотел сказать про кисточки. А вообще, если про минимальный набор необходимый, то смотрите, кисточки. Дальше у нас идет еще ластик. Ну что еще? Ластик мы разрезаем. Получается у нас вот такой вот в 2 раза тоньше, да? Про ластик я в следующей серии расскажу и покажу, как я это делал там. Напильник затачивать. Вот. Так, дальше что нам нужно? Заведите себе вот такую баночку-скляночку. Вот, потом увидите в следующих сериях, для чего это. Краска,
Сажа газовая, друзья. Сонет. Можно мастер-класс, но сонет лучше. У него пигмент как-то плотнее, мне кажется. Сажа газовая. И для зрителей, которые смотрят меня за границей, Lamp Black. Так она у вас там называется. Найдете. Сонет. Масло. Масло я использую дорогое, ну, потому что все-таки у меня клиенты на заказ. Я боюсь рисковать, не дай бог где-то желтое останется пятно какое-то или еще что-то. Самое главное, чтобы оно было светлое. А вообще начать можете с обыкновенного масла для смазывания швейных машинок. Вот прям его можете брать. Можете даже использовать керосин или солярку, но это уже если на улице, это если художники на Арбате рисуют, это мне посоветовал Игорь Казарин. Там как бы на улице не принципиально. Вот. Это вообще никакого запаха практически не имеет. Там его надо совсем немножко. Что вам еще понадобится? Палитра вам понадобится. Палитра. Ну, если палитры нету, допустим, да, вот она, вот так она выглядит. Вот, она у меня уже много лет служит. Если что, даже вот мне иногда не хватает одной палитры, я использую просто оргстекло. Но мне срочно надо было, у меня дома был кусок оргстекла, я его немножечко закруглил, чтобы он нигде ничего не цеплялся. И все, и так вот, знаете, временно и навсегда и осталось. Тоже можно ее использовать. Вот, в принципе, и все, весь необходимый набор. Что еще? Карандаш. Мягкий, самый мягкий карандаш. Вот, друзья, вот это все. Самое необходимое, что требуется для рисования сухой кистью. Ну, еще бумага, конечно. Но про бумагу в следующих сериях. В следующих сериях будет более подробно. Но вообще, кто не знает, есть уже отдельный урок. Найдете у меня в плейлистах. Какая бумага требуется для рисования сухой кистью. Ну, на этом, наверное, все, друзья. Спасибо большое за внимание. Пожалуйста, подписывайтесь. Ставьте лайки. При подписке не забудьте поставить колокольчик, иначе вы не будете видеть уведомления о выходе новой серии. Вот. Кстати, вот я недавно посмотрел статистику. 18,6% подписавшихся поставили себе колокольчик. То есть вы не получаете уведомления. Вы можете пропустить какие-то видео. А сейчас они пойдут друг за дружкой. Один за другим. Все, друзья, еще раз спасибо за внимание. Всего доброго. Увидимся в следующей серии.